Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. Это вторая часть мастер-класса по вязанию вот такой зайки. Здесь мы свяжем голову и полностью уже оформим всю зайку. Ссылочки на первую часть и на то, как вязать ушки, я оставлю в описании под видео. А также добавлю здесь вверху в правом верхнем углу в подсказках. Вот добавила наполнитель, и вот такая вот красота получилась. Дальше будем вязать голову бежевым цветом, естественно. Начинаем все как обычно. В первую петельку, сначала делаем петельку, потом 2 воздушные петли. И в первую будем набирать 6 столбиков без накида. Вот 6 столбиков без накида набрали. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем в третьем ряду провяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так сделаем 6 раз как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. То есть 2 следующих ряда провязываем самостоятельно. Это я провязала. Дальше у нас идет 4-й ряд, вяжем 6 столбиков без накида в начале ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем 6 прибавок. Вот 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, это 1 прибавка. Следующую петельку прибавка. Следующую петельку еще прибавка, это уже 3-я, дальше 4-я, 5-я и 6-я. И 6 столбиков без накида до конца ряда. Снова вяжем 6 столбиков без накида в начале ряда. Это у нас уже будет 5-й ряд. Вот я 1 провяжу, поставлю маркер и вяжу дальше. 2, 3, 4, 5, 6. И теперь, где мы делали 6 прибавок, мы будем провязывать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так сделаем 6 раз. Вот 1 столбик без накида, прибавка, это 1 раз. Столбик без накида, прибавка, это 2 раз. Столбик без накида, прибавка, это 3-й раз. Столбик без накида, прибавка, 4-й раз. Столбик без накида, прибавка, 5-й раз. И столбик без накида, прибавка, 6-й раз. И 6 столбиков без накида до конца ряда. Дальше в 6-м ряду вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. И затем с 7 по 12 ряд включительно провяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Смотрите, вот так вот сейчас выглядит вязание. Сейчас ставим носик. Носик будем вставлять вот тут, где мы делали посерединке прибавки. 6 прибавок и 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Вот посерединке, вот у нас видно 1-й ряд есть. Вот это 1-й ряд, 2-й и 3-й. Вот между 2-м и 3-м рядом, где-то посерединке, вставляем носик. Примерно где-то здесь. Вот у нас эти прибавки были. Где-то здесь мы вставим носик. Закрепим его с этой стороны. Угу. Вот. И теперь нам осталось закончить убавками. У нас дальше идет 13-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать.
В конце ряда будет 30 столбиков без накида. Затем следующий ряд 14 провяжем 3 столбика без накида, убавка. Тоже так 6 раз до конца ряда. И будет в конце ряда 24 столбика без накида. В 15 ряду 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так 6 раз делаем до конца ряда. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Затем в 16 ряду 1 столбик без накида, убавка. Тоже так до конца ряда. 6 раз у нас получится сделать 12 столбиков без накида. У нас получится в конце ряда. Добавляем наполнитель по ходу вязания обязательно. И заканчиваем полностью убавками, когда уже замкнется вот это вот отверстие. Все делаем самостоятельно, и голова будет готова. Вот такая вот голова получается. Теперь нам нужно ее пришить к туловищу. Я для этого использую спицы, для того, чтобы ровно пришить, использую спицы. Вот так вот намечаю сначала, как голова должна стоять ровненько, располагаться, и просто спицами насквозь протыкаю с двух сторон. Я уже не раз показывала в своих мастер-классах. Вот так вот насквозь я проткнула. И теперь просто с помощью крючка, либо можете взять иголочку, я пришиваю голову к туловищу. Просто прохожусь вот так вот по кругу. Сначала захожу в голову, потом в тельце, и так вот по кругу, пока не пришью. Голову я пришила. Теперь буду пришивать ушки. Ушки я пришиваю обычной иголкой с ниткой. Пришиваю их просто вот к голове на вот таком вот расстоянии, где-то 1 сантиметр. Хорошо пришиваем, чтобы они надежно держались. Вот так вот я пришила ушки. Теперь нам нужно пришить глазки черной ниточкой сразу. Если у вас были вставные глазки, то тоже их нужно было сразу прям, наверное, между следующими или через ряд вставлять. Я беру бусинки и пришиваю один глазик и сразу же выхожу на второй. Так вот будет. Теперь идем, выхожу сюда вниз посерединке. Вот так вот подтягиваю его. И вот сюда вот в серединку захожу. И видите, вот тут вот над глазками.
И теперь нужно хорошо подтянуть тоже. И вот сюда вот иду, снова вниз. Надо сделать такую утяжечку. Снова сюда, сюда. Подтягиваем и к носику снова идем. И хорошо подтягиваем. Нам нужно вот это вот место над носиком утянуть. Бровки можно делать, можно не делать. Я этой, наверное, не буду делать. А у этой у меня были бровки, видите? В итоге хочу без них. В общем, вот таким вот образом утягиваем, пока вам не понравится, как смотрится мордочка. Такой, видите, будет смешной зайка. В итоге вот такой вот зайка получается. Осталось сделать юбочку и бантик. Юбочку делаем 5-м крючком. Заходим сзади, вот подцепляем эту нашу петельку. Видите, этот кантик очень вот этот кантик хорошо видно. Вот подцепляем, берем розовую ниточку, вот хватаем розовую ниточку, хвостика оставляем и юбочку будем вязать по 2 полустолбика с накидом в каждую петельку. То есть делаем накид сначала, потом заходим в эту же петельку, вот куда мы только что зашли, ну или в следующую, как у вас получится. Делаем накид, заходим в петельку, вытягиваем ниточку, вот 3 ниточки, 3 точнее петельки провязываем за один раз. Это 1 полустолбик с накидом. В эту же петельку, которую только что провязали, провязываем еще 1 полустолбик с накидом. Это у нас 1. Что мне уже темно очень, да? Сейчас покажу, может, получше, чтобы было видно. Опять делаем накид. Заходим в следующую петельку. Вот видите, в эту. Хватаем. И 3 петельки провязываем за один раз. Это 2 полустолбик с накидом. Точнее, 2-я прибавка. Вот. И так вот будем обвязывать в каждую петельку просто по 2 полустолбика с накидом. То есть у нас получается прибавочки из полустолбиков с накидом. Таким вот образом будем вязать до конца ряда. Вот так вот, когда дошли до конца, провязали последнюю петельку, вот прям раздвинули, посмотрели, что петелек больше нет. Находим первую петелечку вот здесь вот и делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, вытягиваем, затягиваем. Теперь нам ее нужно протянуть вот сюда. Я возьму крючок поменьше, просто ее сначала протягиваю на одну сторону, затем здесь на другую, сюда. Здесь я завяжу узелок. Вытяну еще сюда
и спрячу вовнутрь. Юбочка готова, и теперь нам нужно будет связать бантик. 4-й крючок и набираем, делаем петельку и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь со второй петли, нет, теперь делаем вот так: 1 накид, 2 накид, и в первую петельку провязываем. Вот завели ниточку и провязываем теперь вот эти 2 петельки, видите, вот так вот. Теперь снова хватаем рабочую нить, следующие 2 петельки провязываем, и хватаем рабочую нить, еще 2 петельки провязали. Вот такая вот штука у нас получилась. Снова делаем 1, 2 накид, и снова в эту первую петельку заходим, протягиваем ниточку и провязываем сначала эти 2 петельки, теперь эти 2 петельки провязываем, хватаем ниточку и вторые 2 петельки. Вот такие вот штучки. Теперь делаем 4 воздушные петли и тоже в первую петельку вот заходим и делаем соединительный столбик. Вот такая вот одна часть бантика у нас уже готова. Теперь переходим на эту сторону. Делаем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Делаем 2 накида. И в эту же первую петельку, куда мы все провязывали, заходим и вытягиваем ниточку. Провязываем сначала вот эти 2 петельки. Теперь хватаем ниточку, провязываем следующие 2 петельки. И хватаем ниточку, провязали. И еще один раз делаем 2 накида. Вытянули, провязали 2 петельки, еще 2 петельки и еще 2 петельки. Теперь 4 воздушные петли. И опять же в эту петельку первую посерединке зашли и сделали соединительный столбик. Ниточку немножко оставили, обрезали, вытянули. И такой бантик получился у нас, видите? Теперь нам его нужно обмотать. Сначала один хвостик обмотаем вот тут посерединочке. Обматываем. Угу. И второй хвостик тоже обматываем. Сколько-то обматываем. То, что не нужно, обрежем. Так вот поправляем, чтобы все было красиво. Видите, вот такой вот бантик получается красивый. Я думаю, достаточно. Так, еще один раз обмотаю, эту ниточку обрежу. Теперь берем обычную иголочку с ниточкой, завязываем узелок. Вот эти ниточки, видите, вот эти вот хвостики. Я здесь обычной иголочкой с ниточкой еще прохожусь. Хорошо прихватываю, чтобы они у меня никуда не делись. Просто прошиваю их. Вот, видите, здесь я прошила. И теперь нам нужно просто пришить к заячке. Вот сюда прям вплотную к ушку. Тоже вот этим вот иголочкой взяли, пришили. И все. Будет готово.